А сейчас с Божьей помощью перейдем к самому акту сотворения мира. Мы поняли, что Господь – сложная субстанция, Бог Отец, состоящая из воды, антиводы и Духа Святого. Вот каким-то образом Он отделил от себя субстанцию в виде неба и земли. Поэтому говорится, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. То есть вода, земля состояла из воды и антиводы, и все это было помещено в темный эфир, природу которого, скорее всего, определят физики. Я склонна считать, что на этом этапе до сотворения мира, когда еще Господь не начал свои первые дни творения, в этой субстанции непонятной, состоящей из воды, антиводы и темного эфира, уже была жизнь. И жизнь была в виде бактерий и примитивных вирусов. То есть жизнь, живые клетки точно копировали процесс сотворения мира и отражали на своем генетическом уровне каждый этап этого творения. Тут, я предполагаю, была циклическая хромосома, что мы и наблюдаем у примитивных протозоидов. И, как я уже сказала, темная субстанция – это была небо, а вода и антивода образовывали землю. Что происходит в первый день творения? Вода и антивода расходятся с выбросом огромного количества энергии. И таким образом мы наблюдаем явление света. И сказал Бог: да будет свет. И отделил Бог свет от тьмы. Свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Также я предполагаю, что в этой всей массе огнедышащей, бурлящей, кипящей и светящейся все равно начали развиваться какие-то организмы. Причем они уже имели